Привет! Сегодня у нас на обзоре ТВС наушники стоимостью $36, еще и с поддержкой кодека aptX. Звучит привлекательно. Именно поэтому я решил их заказать. Это Wavefun Xpods 3. Сейчас рассудим, стоят ли они этих денег и что они вообще предлагают за эту стоимость. Ребят, и спасибо вам большое в очередной раз за ваши комментарии. А теперь присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Для стоимости в $36 упаковка достаточно демократичная. Картонная коробка с черной обложкой, дизайн в стиле минимализм, даже характеристики не указали, как это обычно любят делать китайцы. Внутри нас ждет кейс с наушниками, инструкция и еще одна коробочка, в которой находится провод для зарядки Type-C, за это респект, и два пакетика со сменными амбушюрами. Амбушюры эластичные, сделаны из такого немного липкого материала, благодаря которому они в ушах сидят прямо отлично, но также хорошо собирают разную пыль. Они двух видов, укороченные, как в MPAW T6, и стандартные. Мне больше подошли стандартные, укороченные у меня плохо держатся. Но со стандартными амбушюрами крышку иногда надо придавливать, иначе остается маленькая щель. В целом за комплектацию лайк. Кейс выполнен из черного Soft Touch пластика. Спереди размещен логотип Wavefun, а сзади порт Type-C. Крышка магнитная, она не люфтит, но чтобы открыть ее, нужно приложить усилий чуть больше, чем обычно. Открыв крышку, можно увидеть индикатор заряда кейса. Когда наушники кладешь в кейс, он горит зеленым, если у кейса больше 20% заряда, и горит оранжевым, если меньше 20%. Кейс достаточно компактный, примерно как у AirDots и чуть меньше, чем QCI QS2. В маленький кармашек на джинсах залезает. Наушники выполнены из обычного черного пластика. На внешней стороне каждого наушника находится сенсорная панель с золотой окантовкой. Окошко индикатора работы, совмещенное с микрофоном, и обозначение левого и правого наушника. Ну, если придираться, то обозначение можно было перенести на внутреннюю часть. С обратной стороны только два контакта для зарядки. У меня есть некоторые вопросы к расположению микрофона. При такой конструкции наушника его логичнее было расположить на выступающем ушке наушника. Но производитель заявляет в них шумоподавление CVC 8.0, и чуть позже мы проверим, как оно работает. Индикатор горит красным во время зарядки и зеленым во время сопряжения. Во время работы он не горит. Наушники достаточно компактные, примерно как Mi FO 5 и Galaxy Buds. Сидят прям хорошо, из ушей не выпирают и не выпадают даже во время тренировки. У них заявлена влагозащита IPX7, то есть они должны выдерживать даже кратковременное погружение в воду. И это похоже на правду. Сборка достаточно качественная. В общем, под дождем можно ходить вообще без проблем, но под воду я бы все равно не погружал, китайцы все-таки. Я не нашел, какой стоит аккумулятор в наушниках, но производитель заявляет, что их должно хватить на 6 часов воспроизведения музыки. У меня на максимальной громкости они проработали 4 часа 47 минут. И это крутой результат. Наушники очень громкие, так что на 60% они как раз 6 часов должны отрабатывать. Кстати, у Xpods 3 можно подключаться как к правому, так и к левому наушнику. Насколько я понял, они равноправные. Люблю я сенсорное управление, как-то это современнее что ли и не так больно ушам. И в Xpods 3 она как раз такое. Функционал богатый. Короткое касание, плей-пауза, двойное касание на правый или левый наушник, следующий или предыдущий трек. Удержание 3 секунды на правом или левом наушнике – это управление громкостью. И тройное касание – голосовой помощник. Конечно, поначалу бывают случайные касания, но за пару дней привыкаешь, и потом их почти нет. В целом управление работает достаточно корректно, за сенсор лайк. Микрофоны. Проверяем работу микрофона Wavefun Xpods 3 в тихом пространстве, незаведенная машина. Микрофоны здесь достаточно отчетливые, речь слышно, в принципе, различимо. Но мне кажется, они справляются в тихом пространстве хорошо. Проверяем работу микрофона Wavefun Xpods 3 в машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Здесь становится очень хорошо слышно музыку. Это мне не нравится. Мне кажется, здесь балла 3 можно поставить. То есть речь мою слышно, но фоновые шумы очень сильно они улавливают. Проверяем работу микрофона Wavefun Xpods 3 на улице. Ветра практически нет, мимо едут машины. Эффект громкой связи достаточно сильный, разговаривать не очень комфортно. Так, мне кажется, тоже в районе троечки. Производитель обещал систему шумоподавления CVC 8.0, но эту ситуацию с расположением микрофонов не спасло.
Мне понравилось по наушникам разговаривать только в тихом пространстве. В машине и на улице это делать уже некомфортно. В общем так, среднячок. На просторах Алиэкспресса я нашел родного брата Xpods 3, Utom T1. Представители магазина Utom мне сказали, что Xpods 3 и Utom T1 производятся на одной фабрике, но часть они брендируют и отдают компании Wavefun, а часть продают сами на $5 дешевле. Характеристики указаны те же, и учитывая специфику работы китайских производителей, похоже, что так и есть, потому что у Utom T1 много отзывов, и по фотографиям реально одни и те же наушники. Так что если захотите купить Xpods 3, есть возможность приятно сэкономить. Ну и то, ради чего мы все сегодня собрались – звук. В Xpods 3 заявлен кодек aptX, и это соответствует действительности. При подключении к телефону наушники подключаются именно по нему. В наушниках установлен динамический излучатель. Что мне понравилось? Большой запас по громкости, очень насыщенный и объемный звук. Бас прорабатывается достаточно детально, и даже глубокий бас проработан неплохо. И на средних такая хорошая детализация. Что не так? Совсем чуть-чуть зажаты высокие, и середина немного смещена в сторону низких. Есть такое легкое ощущение глуховатости звука, но это можно заметить только сравнив с другими наушниками. В целом наушники звучат очень круто. Хип-хоп, клубную музыку, электронику они отыгрывают прям отлично. А на гитарных композициях и джазе уже нужно немного подкручивать эквалайзер. Естественно, тут установлен Bluetooth 5-го поколения, и в YouTube на Galaxy S10 задержки нет, а на 10-м iPhone почему-то есть. Но тут принимайте во внимание, что если у вас на телефоне Bluetooth 4.2 или 4, то задержка тоже может быть. В играх задержка также есть, но достаточно маленькая. По качеству соединения все неплохо, но когда слушал музыку на айфоне и убирал телефон в рюкзак, иногда уши начинали заикаться. На Samsung такого не было. По дальности наушники пробивают дома через почти 2 стены, но за второй стеной уши уже начинают попеременно отваливаться. Итого за $36 мы получаем крутой звук, прям бодрую автономность, ну и такие средние микрофоны. Наушники реально имеют право на жизнь, особенно мне нравится ситуация с Utom T1. Те же наушники, но без бренда Wavefun, которые можно купить почти за $31. Получается вообще очень крутая цена. В описании я оставлю ссылки и на Xpods 3, и на Utom T1, можете сами сравнить, что к чему. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал, и пиши в комментарии, как тебе Xpods 3. Также обязательно участвуй в розыгрыше наушников Heavy T91 и не забудь открыть подписки. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!